Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реалистик PES. И наконец-таки, спустя долгое время, мы продолжаем нашу рубрику «Перестройка» в PES 2021. Все так же мы ее продолжаем за Манчестер Юнайтед, с которым вступаем во второй сезон. Как я и говорил в предыдущей серии, мы продолжим эту карьеру, поскольку команде есть еще куда расти. И, так сказать, еще не все трофеи завоеваны. И в рамках данной серии я расскажу о том, как команда провела первую половину второго сезона под руководством Эрика Тен Хага. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, в комментариях обязательно делитесь, нужно ли продолжение данной рубрики, поскольку она зависит полностью от вашей активности и вашего внимания. Ну и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые, ну а мы приступаем. В личной беседе с руководством перед началом сезона было установлено, что основной целью Манчестер Юнайтеда будет завоевание Лиги Чемпионов, так сказать, АПЛ и так по стандарту идет, а самой главной целью в этом сезоне будет именно что Лига Чемпионов. Также сезон начался с того, что мы начали оптимизировать свой состав, а именно выставлять основной состав на предстоящий сезон. В нашу команду пополнили Керрер из ПСЖ и также Фрэнки де Йонг из Барселоны, поэтому они сразу на автомате попали в основной состав на предстоящий сезон. В целом же перед стартом сезона в АПЛ наш состав выглядел следующим образом: до трансферов на выход, до трансферов в вход, поскольку трансферы на вход они еще предстояли, поскольку мы усилили еще не все позиции. После прошедшего сезона в составе у Эрика Тен Хага было в расположении достаточно много различных футболистов, начиная от футболистов молодежки и заканчивая резервистами, которым не светит игровое время в основном составе. Это такие футболисты, как Линделев, Эрик Бейли, Диаго Даллот и так далее. Поэтому было принято решение расстаться с множеством молодых футболистов, которые так или иначе, но не тянули уровень основной команды, и с некоторыми резервистами, так сказать, чтобы опять-таки уменьшить скамейку запасных и разгрузить нашу зарплатную ведомость. Диаго Даллот был одним из тех, кто был в списках на выход из команды, а поэтому нам требовалось усиление на правый фланг. Но вместо этого мы подписали еще одного центрального защитника, чья фамилия активно фигурировала в СМИ с Манчестер Юнайтедом, а именно Пау Торреса из Вильярреала за целых 63 миллиона евро и почти 5 миллионов евро ему в зарплату. Конечно, возможно, не совсем рациональное приобретение, учитывая, что у нас и так полно защитников, взять того же Фофана, Варан, Магуайр, Керрер и другие. Но в целом это означало, что, скорее всего, либо Магуайр, либо опять-таки Эрик Бейли и Линделев покинут команду, а поэтому чем больше вариантов для разнообразия в защите, тем лучше. Поскольку как такового кандидата на правый фланг обороны нам скауты не предложили, поэтому пришлось брать инициативу в свои руки. Поэтому, недолго думая, Эрик Тен Хаг решил выписать из Интера своего соотечественника, а именно Думфриса. За него была достаточно небольшая сумма отступных, а сам игрок не был против перейти к нам в команду, а поэтому переговоры обещали быть достаточно нетрудными. По итогу мы быстро урегулировали вопрос с агентом футболиста и приобрели его в конце концов, отдали почти 20 миллионов евро и почти 3,5 миллионов ушли ему в зарплату. Таким образом, мы закрыли позицию правого защитника, усилили центральную линию защиты и почти на этом закончили свою трансферную кампанию. В то же время мы заканчивали наше предсезонное шествие матчем против Атлетико Мадрид. Все матчи в рамках предсезонки я просимулировал, и результаты оказались какими-то такими. То есть одна победа, одна ничья и одно поражение. То есть второе место в International Champions Cup, который проходил в Азии. Новых трансферов на горизонте не было видно, а состав уже был почти укомплектован, а поэтому пришло время для вступления в новый сезон. Новый сезон начинался матчем против Манчестер Сити в рамках Суперкубка Англии. Опять-таки, тому же самому Манчестер Сити мы в прошлом году проиграли в финале Кубка Англии и проиграли достаточно с весомым счетом, а поэтому данный матч в рамках Суперкубка обещал быть достаточно трудным. И тем не менее, данный матч развивался не так уж и безнадежно, как это было в финале Кубка Англии. Большую часть времени мы катались с ничейным счетом. В основном отбивались от атак Манчестер Сити, но в иной раз пытались атаковать и сами, и что-то вроде даже получалось. И в конце концов мы не выдержали натиск соперника и пропустили злосчастный гол со стороны Манчестер Сити. Казалось бы, что все, на этом закончено. Очередной кубок мы проигрываем Манчестер Сити. Нужно будет задумываться о дальнейшем улучшении своей игры и своих результатов. Но не тут-то было. На последних минутах игры, на последней компенсированной минуте, после неудачной передачи Энтони на Донни Ван де Бека, мяч отскакивает к Алексу Телешу, который делает судьбоносную подачу штрафную, и Донни Ван де Бек оказывается там, где и должен был оказаться. Он замыкает передачу в ворота и переводит игру в дополнительное время.
А поскольку это суперкубок, то мы без дополнительного времени сразу приступили к серии пенальти. И начали мы эту серию достаточно уверенно. Первым к мячу подошел Маркус Решфорд и нанес уверенный удар. После чего удар ответный нанес Джек Грилиш, который Де Геа спокойно вытащил. Второй удар в исполнении Алекса Телеша оказался не менее хладнокровным, и счет стал 2-0. Однако после удара Мореза мяч оказался также в воротах, Де Геа его не смог вытащить, и счет оказался 2-1. После него к мячу подошел Энтони, и неплохим точным ударом в левый угол он увеличил наш счет до 3 мячей. Последний сейв мог все решить. Однако Де Геа вытащил удар Габриэла Жезуса, который достаточно долго разменивался на удар, но даже после этого серия пенальти не закончилась. Оставался последний удар за Джейденом Санчо. Ну и словив флешбеки из Евро 2020, Джейден Санчо не реализовал свой пенальти. Зато после этого подошел к мячу Де Брюйне и спокойно реализовал предоставшийся ему момент. После чего окончательный гвоздь в крышку гроба забил Донни Ван де Бек, реализовав 4-й удар в этой серии пенальти. Гол, и Манчестер Юнайтед забирает суперкубок себе. Вот такая вот драматическая развязка, которая не подразумевала победу Юнайтеда. Опять-таки, до последних минут матча я не верил, что мы сможем отыграться, но тем не менее, эта судьбоносная подача изменила все. И тем не менее, календарь нам также не благоволил, и сезон в премьер-лиге, в английской премьер-лиге, у нас начался с матча против Челси. С Челси, с которым было достаточно непросто в прошедшем сезоне, хоть мы и выиграли второй матч против них. Первый матч, который также проходил на Олд Траффорд, мы тогда сыграли в ничью. И первый матч в новом же сезоне также проходил на Олд Траффорд. Однако, на сей раз пламенная речь Эрика Тен Хага оказала свое влияние, и вышедший со скамейки Криштиану Роналду забил столь необходимый мяч в этой игре. 1-0, сезон начинается более чем успешно. По итогам прошедшего сезона лучшим игроком Европы был признан Эдинсон Кавани. Несмотря на то, что в Лиге Чемпионов мы дошли до полуфинала, тем не менее, лучшим игроком был признан именно уругваец, что не могло не радовать, ведь он и вправду был неплох в прошлом сезоне. В последний день трансферного окна мы так никого больше и не подписали. Мы не подписали никого ни в нападении, хотя рассматривали Нкуку из Лейпцига, не подписали никого больше в полузащиту, на фланге, зато избавились от ненужных игроков в лице Линделёфа и некоторой молодежи, которая не имела перспектив на дальнейший рост. И хоть мы избавились далеко не от всех, от кого хотели, но тем не менее даже такая разгрузка не могла не радовать. И оставалось лишь надеяться, что предоставив игровое время некоторым футболистам до начала следующего зимнего окна, они смогут привлечь внимание других клубов, которые также освободят нас от них. В Лиге Чемпионов мы попали в достаточно интересную группу, которая состояла из клубов, с которыми мы встречались в плей-офф в прошлом сезоне, а именно с мадридским Реалом и с бельгийским Брюгге. И также компанию нам составил Динамо Киев, который затесался вот как-то вот таким вот образом. И казалось бы, Динамо Киев вроде неплохая команда, но в то же время звезд неба не хватает, что с нее взять. Но тем не менее, первый матч, который был против именно киевлян, мы уступили со счетом 2-0 на их же стадионе. Так сказать, недооценили соперника, поскольку свои шансы имели, но их не реализовали. А когда нам щелкнули по носу, мы ничего не смогли показать в ответ. И таким образом как-то не очень удачно начали в Лиге Чемпионов. Но в то же время дела в английской премьер-лиге шли своим чередом, и мы без каких-либо трудностей обыграли тот же Лидс на своем стадионе со счетом 4-1. Настоящая голевая феерия, которая уж точно порадовала болельщиков на Олд Траффорд. Затем был матч с не менее интересной Астон Виллой, который поначалу складывался достаточно тяжело, но тем не менее мы смогли разыграть соперника и в конце концов забили целых 3 безответных мяча в его ворота. После этих нескольких матчей в английской премьер-лиге матч против мадридского Реала в Лиге Чемпионов должен был стать для нас таким испытанием. Испытать и узнать, на что мы способны. Неужели мы действительно становимся той командой, с которой нужно считаться, или это просто небольшая вспышка? И несмотря на не самую выразительную игру, все-таки свой результат мы добываем. А это на самом деле не менее важно, чем красивая игра. И с горем пополам, закатив Реалу 1 мяч, мы забираем первые 3 очка в этой Лиге Чемпионов. В то время как в АПЛ дела шли очень даже неплохо, в Лиге Чемпионов мы выглядели как-то несколько скромнее, нежели во внутреннем первенстве. И это на самом деле немного беспокоило. Еще одним звоночком для беспокойства стал следующий матч против Тоттенхэма, который проходил в Лондоне на домашнем стадионе Хотспура. И несмотря на то, что мы не проиграли, мы просто сыграли в ничью, опять-таки мы выглядели далеко не в лучших кондициях. Так сказать, были матчи и лучше, и мы не реализовали свой, скажем так, игровой потенциал. Шансы были как у нас, так и у Тоттенхэма в равной степени, поэтому кто-то конкретно на победу не наиграл, и поэтому ничью вполне можно считать закономерным результатом в этом матче.
Но в то же время чемпионская гонка все еще продолжалась. А терять очки, как в матче с Тоттенхэмом, нам было просто нельзя, поскольку предстоящим соперником для нас выступал лондонский Арсенал, который на самом деле по игре смотрелся ничуть не хуже, чем Тоттенхэм, и даже, возможно, лучше. На матч в прошлом сезоне, когда на Эмирейтс мы забили только 1 гол, вырвав тогдашние 3 очка, матч обещал быть достаточно трудным. И он таким и оказался. Несмотря на то, что мы забили первыми в этом матче, Криштиану Роналду открыл счет в игре, а Лаказет уже вскоре равнял счет вот таким вот курьезным образом. Конечно, не самый, возможно, очевидный гол, но тем не менее гол есть гол. И счет стал равным. Но не дождавшись начала второй половины игры, Энтони все-таки выводит нас вперед, и его гол оказался последним в этом матче, который и помог нам забрать столь важные 3 очка в свою копилку. Возвращаясь к разговору о том, что в Лиге Чемпионов мы выглядели намного скромнее, нежели в АПЛ, следующим матчем в Лиге Чемпионов был матч против Брюгге на собственном же стадионе. Однако выдался он не очень хорошим. Ну как сказать, мы не проиграли, но и победу не добыли. Это опять-таки боевая ничья с нулями на табло. У нас опять-таки были шансы неплохие, но в этом матче мяч отчаянно не хотел лететь в сетку ворот, а поэтому так и не удалось нам распечатать ворота друг друга и разошлись мирной ничьей с нулями на табло. Немного отвлечься с точки зрения результатов, с точки зрения добытых очков, нам помог матч против Вестхэма, который перед началом игры также представал для нас достаточно таким весомым соперником. Но все-таки состав, может быть, и не хватает звезд с неба, но по-своему хорош. Этот коллектив мы обыграли с счетом 0-3 и добыли столь важные 3 очка в свою копилку опять-таки. И стоит отметить, что в этом сезоне борьба за чемпионство происходила не с Ливерпулем, как это было в прошлом сезоне, а с Манчестер Сити, который стал конкретным нашим соперником в предстоящем сезоне. Но не за горами был матч против Ливерпуля. Как вы все помните по предыдущим сериям нашей перестройки, Ливерпуль для нас достаточно неудобный соперник. Можно сказать, еще более неудобный, чем тот же Манчестер Сити. Ведь если горожан мы все-таки обыгрывали в рамках того же АПЛ, то в матчах против Ливерпуля мы выглядели намного хуже, нежели это было в матче против той же Боруссии, от которой отлетели, или как это было с Манчестер Сити в финале Кубка Англии. Мы постоянно пропускали какие-то глупые, какие-то заскриптованные голы, которые потом не могли отыграть. Однако в этом сезоне все изменилось вплоть до наоборот. Весь матч мы как-то умудрялись обороняться от красных и держали счет на нуле, пока на последних минутах матча Маркус Решфорд не забил судьбоносный гол, который и помог нам добыть крайне важные 3 очка в борьбе за чемпионство. Манчестер Сити не отставал, он также одерживал победы, и эта победа над Ливерпулем была крайне важна для нас, чтобы не потерять свои позиции, но и в целом не утратить веру в себя, поскольку, опять-таки повторюсь, Ливерпуль был крайне неудобным соперником. И этого неудобного соперника мы наконец-то победили. Сняли прошлогодний гештальт. Однако недолго радоваться нам пришлось, ведь после Ливерпуля нас ожидал матч против Манчестер Сити, наш ближайший конкурент по таблице. И если бы мы обыграли горожан, то могли вырваться вперед. Однако не все так идеально и не так, как хотелось бы на самом деле, потому что, победив Ливерпуль, мы проиграли Манчестер Сити и, так сказать, позволили им догнать нас по очкам. И после этого матча в таблице было равенство по набранным очкам. И конкретно после этого матча мы уступили горожанам свою первую строчку. Мы не отстали от них особо, мы были на второй строчке с равным количеством очков, но в то же время Манчестер Сити достаточно редко допускал осечки. Посему казалось, что сместить их с первой строчки будет достаточно трудно. Однако это был вопрос времени, но не будем забегать наперед. Матч с горожанами нас разозлил по спортивному принципу, а посему в следующем матче Лиги Чемпионов против Динамо Киев мы забили быстрых 2 гола, которые и гарантировали нам проход в следующий раунд Лиги Чемпионов. После 2 забитых мячей мы, так сказать, не показали ничего особенного и даже скорее уступали тем же киевлянам. Но опять-таки это было не суть важно, ведь мы забили 2 мяча, они ничего не могли противопоставить. А поэтому нужно ли что-то еще? Я думаю, нет. И команда со мной солидарна. Но опять-таки, где в прошлом сезоне мы одерживали победы, в нынешнем сезоне мы спотыкаемся. Взять тот же матч против Манчестер Сити, который мы проиграли в этом сезоне и который выиграли в прошлом сезоне, или взять матч против Эвертона, который в прошлом сезоне мы выиграли и который в этом сезоне мы сыграли в ничью. Ничья — это лучше поражение, но опять-таки лишняя потеря очков, когда у нас столь плотная борьба с Манчестер Сити, это очень и очень нехорошо. Тем не менее, мы восполнили этот пробел победы над Лестером со счетом
счетом 0-4. За этим последовала не менее уверенная победа над Вулверхэмптоном со счетом 0-3. И параллельно с этим мы договорились о 2 входящих трансферах уже в зимнее трансферное окно. А именно Милинкович-Савич на позицию ЦПЗ, так сказать, разнообразие и опять-таки лишнее усиление. Поскольку помимо Мактомина больше некому заменять Фрэнки де Йонга на позиции ЦПЗ, конечно, можно поставить того же Бруно Фернандеша, но Бруно Фернандеш и так играет в основе, а его заменяет Донни Ван де Бек. Поэтому нам нужна конкретно взятая замена для Фрэнки де Йонга. Мактомин, конечно, хорош, но давайте будем честны, Милинкович-Савич намного сильнее того же шотландца. Поэтому за каких-то 44 миллиона евро и зарплата в 2 миллиона евро это всего ничего для нас. Поэтому мы спокойно оформили эту сделку и также подписали Маласию из Фейнорда, левого защитника, так сказать, на замену Алексу Телешу, который начал потихоньку сдавать и который готовился к уходу из клуба в это зимнее трансферное окно. И опять-таки синдром маленьких клубов, если вы понимаете, о чем я, сыграл со мной злую шутку. Матч против новичка лиги, лифтера Вулхэма, который только-только вернулся из чемпионшипа, не предвещал ничего такого. Очередные легкие 3 очка, казалось бы. Но не тут-то было. Пропустив какой-то гол, мы начали огрызаться, начали что-то пытаться создать, пытались атаковать, на злости пытались отыграться, но это ни к чему не привело. Пропустив 1 гол, мы не смогли отыграться, и матч так и завершился со счетом 1-0, а мы на ровном месте потеряли очки, вновь позволяя Манчестер Сити не только сравняться с нами по очкам, но и выйти вперед. Мы отставали от Манчестер Сити на целых 3 очка, и конкретно так обосновались на второй строчке. Однако, уже в следующем туре Манчестер Сити допускает столь необходимую осечку, мы вновь выходим вперед. И к началу зимы ситуация в английской премьер-лиге достаточно неоднозначная по части претендента на чемпионство, поскольку мы идем с Манчестер Сити поровну по очкам, то они допускают осечку, то мы допускаем осечку, то они выходят вперед, то мы выходим вперед, и как-то вот так вот. Поэтому однозначно сказать, кто заслуживает чемпионства в АПЛ в этом сезоне, достаточно трудно. Как бы то ни было, этот сезон вырисовывается намного интереснее, нежели был предыдущий. Да, конечно, предыдущий сезон также был не без интрижки, касаемо интрижки с Ливерпулем, кто же займет первую строчку, мы особо не боролись за чемпионство, но так получилось, что выиграли АПЛ. В этом же сезоне несколько поинтереснее, поскольку Манчестер Сити достаточно реже допускает осечки, нежели тот же Ливерпуль. И та же ситуация с Лигой Чемпионов также не давала покоя, поскольку опять-таки никуда не делись наши внутренние переживания по поводу того, что в Лиге Чемпионов мы выступаем намного хуже, чем в чемпионате, а поэтому во второй половине сезона нам предстоит преодолеть вот этот моральный барьер, который мешает нам уверенно выступать в Лиге Чемпионов. Как оно будет, к чему оно приведет, мы узнаем только в следующей серии. Поэтому, чтобы не пропустить ее, обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик для уведомлений, подписывайтесь на мой телеграм-канал, где также будет анонс. Ну и не забывайте поддерживать эту серию, поскольку именно от вашей активности зависит продолжение этой рубрики. Чем чаще я встречаю вопросы, а когда будет перестройка, чем больше комментариев я вижу под этими роликами, чем больше лайков вы оставляете, тем больше желания продолжать эту рубрику. Надеюсь, так будет и впредь. Не забывайте про лайки и обязательно подписывайтесь на канал. У меня на этом все. Я всех благодарю за просмотр этого ролика и желаю вам всем удачи. Всем пока, дорогие друзья.